Всем привет! Рад снова видеть вас на своем канале Ник Кухня. Сегодня мы решили приготовить курицу, но не просто курицу. Есть такие цыплята, нам повезло купить, называются корнишоны. Вот так замечательно они выглядят. Они много, кстати, где продаются, как я понял. Всегда есть в наличии, стоят относительно недорого. Но по большому счету сегодняшнее блюдо, которое я хочу вам продемонстрировать, вы можете приготовить из обычной курицы, порезав ее кусками, или, например, из перепелки или цесарки, то есть как кому удобно. Я хочу именно показать, как сделать ее невероятно ароматной, вкусной, а самое главное сочной. Потому что не все умеют приготовить правильно курицу на углях. Она становится сухая, или передерживает, или слишком сильные угли, или недостаточно маринада. Ну что я могу сказать? Приступаем. Для начала нам надо подготовить наших цыплят для маринования. Для этого нам надо отрезать все лишнее от наших тушек и, собственно говоря, нарезать на куски. Для начала я отрезаю кончики от крыльев. Всегда я срезаю, не знаю, кто-то какой-то жировичок вырезает, кто-то что-то. Я всегда полностью срезаю вот эту гуску. Она мне почему-то не нравится. Я ее не употребляю. Ну и лишнюю вот так немного кожу с жирком подрезаем. Дальше расправляем нашего цыпленка и острым ножом и резким движением разделяем наших цыплят пополам вдоль. Здесь тоже немножко в районе брюшка срезаем. Вот такие жировые есть складки, они нам не понадобятся. Вот такие две половины должны получиться ровненькие. И убираем их обратно в нашу емкость для маринования, гастроемкость. Такие же манипуляции проделаем с оставшимися цыплятами. Можно, конечно, не срезать этот лишний жир, но просто здесь уж чересчур. Вот посмотрите. Вот около брюшка, вот здесь, ну прям, ну это зачем он нужен? Он будет капать, могут быть возгорания, языки пламени в мангале из-за этого. Я считаю, что он не нужен. Ну и вот здесь чуть-чуть вот сверху тоже вот эти вот жировички. Вот, я их тоже срезаю. Это нам ни к чему. У нас все равно будет очень сочная, очень вкусная курочка на мангале. Вот все, половинки готовы, убираем их в гастроемкость. Цыплят на мангале. Очень вкусно будет. Будешь помогать? Хорошо. У меня пришла помощница моя, маленький повар. Вот такие вот у нас получились половинки цыплят. Мы их сложили в гастроемкость. Пришло время их замариновать. Поставим ассистенту, да? Вот так. Сейчас я буду нарезать ингредиенты, а ты будешь туда их пересыпать. Возьмем лук, сделаем практически простой маринад, но не совсем, скажем так. Почему я говорю практически, вы сейчас увидите, почему я так сказал. Нарезаем лук как угодно, произвольно. В моем случае полукольцами. Какой-то лук дубовый. Подмерз, что ли? От холода, да, спелый очень. Одной луковицы, я думаю, крупной нам достаточно будет для нашего сегодняшнего блюда. Кстати, по поводу подмерз, у нас похолодало в Сочи, похолодало очень. Я не знаю, у нас ночью, по-моему, градусов 6, что ли, сегодня было вообще. А сейчас на улице где-то, наверное, градусов 9-10. Так пасмурно, ну пока без осадков. Ну, вчера был дождь, сегодня еще не было. Так, лук мы порезали. Теперь я его как следует вот так жамкаю, чтобы сок пошел как можно быстрее. Нарушить структуру, нарушить волокна. И сразу он начинает испускать сок. Давай, закидывай в наш маринад. Опа. После того, как добавили лук, начинается самое интересное. Делаем маринад. Для начала я хочу добавить немного сушеного базилика. Вот так чуть-чуть. Не крошил его ладошками, не тер, ничего. Он аромат даст. Будет вкусно, здорово. Так, дальше нам надо добавить черного перца молотого.
Добавляем паприку для цвета и аромата. Достаточно. Давай. Ставь на место. Теперь пришло время добавить, нет, приправу. Я решил сегодня, вот эту, добавить покупную приправу для курицы. Она дает такой аромат, знаете, слегка курица будет, как будто бы, вот как покупаешь курицу гриль, да? Слегка будет такой вот аромат интересный. Добавляем эту приправу. Вот так, я думаю, достаточно. Вот прям вот хэллоуинская, красненький, оранжевый. Да, в преддверии Хэллоуина, да? И солим. Солим чуть меньше, чем обычно, потому что в приправе, обычно в покупных приправах... А, нет, здесь написано приправа без соли. Все, значит, солим как обычно. Потому что во многих приправах соль уже присутствует. И есть вероятность очень сильно пересолить. Все, вот так будет достаточно. После того, как добавили все специи, надо добавить немного воды, чтобы курица при жарке осталась сочной и как можно быстрее маринад впитался в ее мякоть, в ее мясо. Ассистент, добавляем воду. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет вода, да? Ну, так равномерно. Все, буквально мы добавили, ну, грамм 150, наверное, не больше. Нам это только надо для сочности. Я перемешаю сам, аккуратно. Тщательно, аккуратно перемешиваем, чтобы каждый кусочек полностью был покрыт маринадом. Чтобы полностью растворилась соль, перемешались все специи и как следует пропитали нашу курицу. Курицу я тщательно перемешал. И обратите внимание, в маринаде я ее оставил стороной среза. То есть я же на половинке разрезал цыплят. Час она постоит на одной стороне. Ровно через час я ее просто переверну, эти половинки, и еще на час оставлю на другой стороне. И она будет полностью промаринована. Закрываем крышку. И на час отставляем в сторону. Прошло примерно 1,5 часа, а это значит, что мы... Будем разжигать мангал. Погнали. Ну что ж, прошло у нас практически 2 часа. Угли почти готовы, точнее они раскалены до красна, но нам надо, чтобы они как следует отдохнули. Стали самыми, что ни на есть, седыми. Для чего? Для того, что при жарке курица может снаружи подгореть, а внутри еще остаться сырой. После того, как в маринад мы добавили воду, наша курица однозначно будет сочной, но нам этого мало. Мы хотим ей дать пряный, чесночный аромат, и чтобы она покрылась равномерной золотистой корочкой. Для этого нам надо сделать второй маринад для нашей курицы, а именно помазюку. Сейчас мы ее будем делать. Для приготовления нашей помазилки, прям мазать будем уже на углях, на решетке, нам понадобится масло растительное. Хотите подсолнечное, хотите оливковое. Вот так, я думаю, будет достаточно. Дальше нам понадобится паприка для цвета. Будет равномерно такой красноватый цвет. Паприки можно вот так побольше. И нам понадобится чеснок свежевыдавленный, именно выдавленный, чтобы он был такой в кашу сдавленный, чтобы можно было его спокойно намазывать кулинарной кисточкой. По поводу чеснока, друзья, смотрите сами, сколько вам его добавить, какое количество. Мы любим чеснок, поэтому я не знаю, сейчас посмотрю, но, наверное, 3 зубчика точно у нас уйдет на 3 наших корнишона. Давай. Да давай все 4. Лишним не будет. Как говорят, кашу маслом не испортишь, да? Чесноком тоже наш гриль, наше блюдо не испортить. Все. После того, как чеснок выдавили, наш соус надо перемешать. Поручаем это ассистенту.
Самая сложная работа, да, солнышко? Нравится? Будешь готовить, когда вырастешь? Я найду старые видео, буду смотреть тебя. И повторять, да, рецепты? Молодец. Ассистенты уже салат крошить начали. Огурец нарезан. Что, угли наши как следует отдохнули. Пришло время выкладывать курицу на решетку. Вот что у нас получилось. Вот такая вот красота. Она полностью за это время промариновалась. Больше ей не надо, тем более это корнишончики, куски небольшие. Она полностью промаринована. Все, выкладываем, стряхивая лук. Стряхивая лишний лук. Получилось у нас 6 кусков. 3 корнишона на 2 половины. И таким образом аккуратно выкладываем один за другим. Вот это. Да. 2 кусочка еще осталось. Лук стряхиваем, естественно, чтобы он не горел. Он нам не нужен. Весь свой... От этого мяса будем плакать, потому что там лук лежал, а запах остается. Нет, зайка, как раз таки от него плакать не будем. Лук мы оставляем в нашей емкости. Он нам не нужен, он отдал все соки, аромат. Все, что нам было нужно. Так, застегиваем. Вот что у нас получилось. Вот такая красота. Вот с обратной стороны. Просто супер. Отправляем на мангал. После того, как поставили наших цыплят на мангал, с обратной стороны сразу же начинаем мазать нашей красивой и ароматной помазюкой. Вот так щедро, не экономим. Часть припечется, часть течет в угле, поэтому экономить не надо. Но за счет того, что здесь есть паприка, наша курица приобретет приятный красный цвет. За счет того, что здесь есть растительное масло, она должна покрыться золотой хрустящей корочкой. Ну а чеснок, сами понимаете, даст невероятно вкусный, незабываемый аромат. Что нам и нужно. Двойной маринад получается. С одной стороны помазали, сразу же ее переворачиваем. Видите, она уже начала поджариваться, подпекаться. Теперь зовем ассистента и мажем с другой стороны. Держи. Давай, как следует прям намазывай. Видите, как жарится? Потихоньку, медленно, аккуратно. Если у вас сильные угли, запомните, когда вы жарите курицу, снаружи она уже сгорает, а внутри еще сыроватая. Ну что, курочка наша полностью готова. Снимаем наших цыплят с решетки. Укладываем, естественно, на подушку из лаваша. На постель, я бы даже так сказал. Это же целая постель. Теперь мы заворачиваем нашу курицу в лаваш и оставляем минутки на 3-4 отдохнуть, дойти, набраться сил, так скажем. А после этого будем дегустировать. Вот и настал момент истины. Курочка наша отдохнула, пришло время дегустировать. Разворачиваем наш саркофаг, чудо-саркофаг. Лаваш пропитался, вот эта сторона. Вот ее-то я и возьму себе. Отрываем. Берем самый поджаристый кусочек. Ох, как мне он нравится. Сочная. Капнет. Только что капало. Вот, видите, сок начал капать. Не знаю, видно, нет. За вас, друзья.
Она максимально сочная. Она с хрустящей корочкой поджаренной. Она с приятным чесночным ароматом. Ну и, естественно, полностью промаринованная в нашем базовом маринаде. Так скажем, шашлычном. Это что-то с чем-то. Как это вкусно. Сок аж брызжет. Обалдеть. Теперь лавашек. Когда готовишь на свежем воздухе и ждешь все это, такой аппетит, честно говоря, пробуждается, что для меня момент дегустации, съемки дегустации, это прям реально момент поесть, потому что так хочется. Всем рекомендую. Что обычную курицу, что корнишоны, что перепелки. Можно делать по такому рецепту. Это нереально. Папа, а мне кусочек? Обязательно. С лавашом? Да. Классно. Курочку мы любим, да, Лиз? Что, ножку тебе, да, надо оторвать? Курицу мы обожаем. Давай возьмем. Вот это хорошая какая. Замечательная. Сейчас. Горячая еще. Держи, моя хорошая. Дегустируй. Сочная, да? Самая вкусная курица в мире, которую я пробовала. Класс. Вот грудка, кстати, друзья. Точно так же. Сочнейшая. Что уж говорить про бедра. Огурчик дать? Что вообще? Ну и мне. Как тебе ужин? Офигенная оценка 100 из 10. Понятно. Не, 400 из 10. 400 из 10 оценка. Такую я еще не видел. Друзья, мы все едим, не можем остановиться. Обалденно сочная, вкусная курица, ароматная. Пробуйте, готовьте, экспериментируйте. У вас все обязательно получится. Мы сейчас все это дело съедим. Сейчас к нам подключится наш оператор. Ну а вам хочется пожелать всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.